Есть места, где планета словно поднимается выше самой себя. Камень уходит в облака, а человек рядом с ним впервые ощущает свой настоящий, ничтожный масштаб. Вершины кажутся неподвижными, но это обман краткой человеческой жизни. Они выросли там, где континенты сжимались, кору сминали, а планета по-прежнему поднимает камень к облакам. Вы смотрите канал «Кабинет историка». Сегодня мы отправимся туда, где холодный камень почти касается неба, чтобы увидеть, как рождаются, рушатся и меняют мир самые величественные вершины Земли. Мы пройдем путь от сжатия материков до ледников и рек. Увидим, как горы перекраивают дожди и ветер, и узнаем, как жизнь цепляется за скалу там, где кажется невозможным дышать. Горы не рождаются за один век. Под поверхностью сближаются плиты, сминая кору в складки и разломы, и лишь через миллионы лет проступает хребет, который нам кажется вечным. Когда-то там, где сегодня пики, в теплом океаническом полушарии оседали ил, песок и известняк. Эти слои застыли в камне, а потом поднялись туда, где дышать уже тяжело. Столкновение материков не зрелище на один день. Это медленное лобовое движение плит, когда континент за сотни миллионов лет втискивается в континент и подпирает небо каменными вышками. Под напором земная кора не рвется, а гнется. Складки и изгибы в породе – это застывшая память о том, как силы сжатия выдавливали материк вверх и вбок одновременно. Разломы режут горы, как след ножа по ткани. Одни блоки уходят вниз, другие подскакивают вверх, и по этим сдвигам геологи читают механизм, которым выросли многие хребты. Так рождается хребет не вспышкой, а выдержкой времени. Склоны ползут к высоте, вершины набирают жесткость, и только потом перед нами проступает гора, которую мы привычно зовем древней. И все же движение не остановилось. Плиты по-прежнему ползут, сминают кору, и хребты, которые мы успели полюбоваться, продолжают менять высоту и форму, оставаясь для нас готовой картинкой. У подножия Гималаев рассвет приходит раньше, чем успевает стихнуть ветер. Снежные вершины загораются холодным золотом, а в долинах свет еще не добрался. Ледники – память о веках снегопадов. Толстый лед медленно сбегает со склонов, питает реки и одновременно режет гору, словно тихий хирург времени. На склоне, что кажется бесконечным, альпинисты – крошечные точки. Масштаб горы не кричит, он делает тело ничтожно малым и неоспоримым фактом. В известняковых прослойках высоких Гималаев геологи находят следы древнего морского мира. Часть камня там связана с отложениями, что зарождались под теплой соленой водой. Считается, что Гималаи выросли там, где индийская плита, двигаясь на север, встретила Евразийский континент. Трение и смятие поджали кору, подняв самую высокую дугу планеты. На тысячи километров тянется эта дуга. Соседние вершины спорят за высоту, долины режут пространство, и весь хребет, по оценкам, все еще не дожал удар до конца. Эверест знаменит цифрой, но суть его в смерзшемся камне и льду на границе миров. Высотная буря смывает горизонт, и остаются склон и ледяное дыхание ветра. Пока тектоника подталкивает гору к небу, ветер срывает снег и осыпает камни с гребня. Разрушение не менее важно, чем рождение. Вершины все равно подвластны трещине и обвалу. Вода в трещине ночью замерзает и расширяется, микроскопично раскалывая камень. За миллионы циклов из цельной скалы получаются осыпь, желоб и участок, где склон уже не устоит. Капля за каплей вода сглаживает камень и расширяет желоб. Там, где кажется, что твердость вечна, река год за годом отвоевывает у горы тысячи тонн породы, неся их вниз в виде песка и взвеси. Обвал не кадр для зрелища, а сброс напряжения. Когда склон перегружен, лишний камень уходит вниз пыльной волной, и ущелье снова замирает, будто ничего не происходило. Ледник вырезает долину широким, плавным жестом. За тысячелетия он сбривает выступы, выкладывает валуны внизу и оставляет Ю-образный коридор, в котором потом поселятся лес и река. Там, где река проваливается в пропасть, слой за слоем проступает летопись камня. Каньон — это не только красота, но и геологическая лестница, которую вода режет все глубже, пока горы не дадут отпор. Камни, свалившиеся с вершин, превращаются у реки в гальку, а затем в песок.
Так гора распадается на части и уходит в равнины, часто туда, где живут люди, которым кажется, что горы стоят навечно. На отвесной стене спокойно стоит горный козел, там, где человек вцепился бы в канат. Жизнь в горах держится не силой, а балансом, который оттачивался там, где нет запаса на лишнюю ошибку. Копыта цепляются за смазанный уступ так точно, будто скала запомнила их ход. В мире вертикалей выживает тот, чье тело сонастроено с камнем, а не против него. Снежный барс растворяется в камнях, и его появление кажется случайным. Хищник высоты охотится незаметно, там, где трава редка, воздух разрежен, а добыча молниеносно прячется в расщелинах. Як на ветреном плато кажется частью пейзажа. Густая шерсть, медленный шаг, экономное дыхание. Высокогорье прощает не тех, кто силен, а тех, кто научился беречь тепло и силы. Над хребтом кружит хищная птица, подхваченная восходящим потоком. Она видит склон с высоты, где камни кажутся крошечными, а тропинки животных вырисовываются как линии на карте. Даже в трещине, куда, кажется, не попадет ни капля влаги, корни цепляются за камень. Мох и травинка доказывают, в горах побеждает не сила, а точная подгонка тела и ритма под дефицит воды, холода и ветра. Там, где дождь долетает до скалы, мох и лишайник наращивают тончайший живой слой. Это не украшение камня, медленная химия влаги и времени, которая готовит почву для более сложной жизни. Альпийские цветы цветут недолго и низко над землей, словно боясь лишнего ветра. Короткое лето, тонкий согрев склона, и все же поляна на высоте выглядит праздником, случившимся там, где его никто не ждал. Скала, снег, след и зеленый пятачок. Соседи на одном склоне. Горы не запрещают жизнь. Они задают правила, в которых выживает только тот, кто подстроился под высоту, холод и каменистую редкость. Влажный воздух с океана плывет к материку, пока не упрется в горы. Хребет становится первым серьезным препятствием. С этого момента влагу нельзя просто проехать сквозь, ее придется поднимать или ронять. Поднимаясь по склону, воздух расширяется и остывает. Облака загустевают, влага выпадает дождем или снегом. Так навесная сторона гор часто оказывается зеленой и мокрой, хотя источник воды был далеко в море. На зону, куда ударяет дождевая сброска, ложатся леса и реки. Там, где небо каждый раз отдает влагу камню, зреют почвы и выстраивается плотная, шумная, живая стена гор. За хребтом воздух опускается и прогревается, оставаясь сухим. Получается дождевая тень, долины, где дождей мало, и пейзажи, которые кажутся слишком жаркими для соседства с заснеженными вершинами. Порой на расстоянии получаса хода лес обрывается и начинается сухая равнина. Горы не только возвышаются, они режут климат на участке, где рождаются и плодородие, и пустыня. Снег на вершинах тает и превращается в ручей, затем в реку, что уносит воду к равнинам. Ледники – это припас на месяцы и годы вперед, от которого зависят и ущелья, и люди внизу, которые могут никогда не видеть сами ледники. Там, где лед сомкнул долину, собирается вода. Бирюзовая, холодная, почти неподвижная. Ледниковые озера показывают, как горы запасают влагу на месяцы и годы, прежде чем отпустят ее обратно в реки. Когда горная река выходит на равнину, она кажется спокойной. Но вся ее сила родилась наверху, из снега, льда и камней, которые тысячелетиями собирали влагу и вернули ее миру внизу. На большой высоте воздух кажется таким же, но давление ниже, и в каждом вдохе тело получает меньше кислорода. Горе не нужно атаковать, достаточно высоты, холода и усталости, чтобы суждение стало менее верным, а шаг – опасным. Пар дыхания на морозе напоминает о простом факте – тепло уходит слишком быстро. Там, где человек задерживается надолго, тело тратит запас сил не на подъем, а на то, чтобы не замерзнуть и не ошибиться. Нависший снег на гребне кажется твердым, пока ветер не отломит кайму. Курумы и карнизы не предупреждают громом, они просто ждут лишнего веса, неверного шага или слишком позднего разворота. Пот кажется плотным, но внутри льда зияют трещины, которые не видны с первого взгляда. Темно-синий зев ползет под когтями и съедает пространство там, где еще минуту назад был кажущийся безопасным маршрут.
Лавина в горах не обязана быть соседством с человеком, чтобы страшить. Белая полоса на дальнем склоне показывает, как снег сбрасывает напряжение и напоминает: сброс может повториться. Человек на склоне кажется пятном, которое легко смешать с тенью. Горы не унижают, они снимают иллюзию величия и оставляют зрелое чувство дистанции, которой нет в равнинном мире. С горами нельзя говорить языком самоуверенности. Те, кто возвращается, чаще говорят о вовремя принятом решении – остановиться, отойти, подождать, а не о победе над вершиной. Некоторые горы становятся символами, потому что их силуэт невозможно забыть. Маттергорн – четырехгранная пирамида над Альпами, выточенная тектоникой и временем так, что кажется скорее памятником природы, чем просто скалой. Вблизи Маттергорн кажется не символом, а твердой геометрией. 4 грани, режущие небо под острым углом, словно напоминание, что красота горы – не ровная линия, а напряженная форма. К2 – пик, который альпинисты зовут сдержанным именем, но не сдержанной силой. Там холод, ветер и углы острее, чем привычный штрих на карте. И поэтому он остается одним из самых уважаемых потолков мира. Ама-Даблам – изящная вершина над небом Непала, силуэт которой узнают без цифр. Она похожа на подвеску из льда и камня, висящую в высоте там, где дыхание уже не бесплатно. Аннапурна слывет красивой и смертельно неустойчивой. Облачный покров сходит, и массив кажется ближе, но склоны там помнят снег, ветер и редкость успокаивающих дней. Фудзияма – редкий силуэт спокойствия, почти идеальный конус, над которым японцы веками читали не только высоту, но и примету, привязанную к земле, что лежит у подножия. Горы Исландии собраны из другого материала – черного камня, пара, льда. Там хребты кажутся молодыми, не обтесанными, а небо таким низким, что ветер звучит громче. В Андах камень перестает быть только дикой природой. Террасы и стены Пачу-Пикчу показывают, что человек научился вписывать быт в склоны, которые кажутся слишком крутыми для жилья. Доломитовые Альпы светлы, ломкие и театральны. Пик отделен от пика небом, словно кулисы, и зрелище похоже на постановку, которую нарочно нельзя спутать с Гималаями. Монумент Велли – напоминание, что гора бывает не только льдом. Песчаниковые столбы, отточенные ветром, сменяют сталь на красный камень и оставляют пейзаж, узнаваемый с одного взгляда. А за пределами подвигов и красоты начинается другая история. Человек в горах не гость на один кадр. Тропа, село, флажки молитв, дым – следы договоренности между камнем и жизнью. Человек в горах сначала кажется соседом камня. Маленький дом на огромном склоне, дым, едва различимая тропа. Это не украшение пейзажа, способ жить там, где у ровни мало пространства. Горное село – камень, дерево и высота. Дома липнут к склону, ходят снизу вверх, и жизнь расписана по тропам, которым нельзя просто развернуться, как на городской улице. Флажки молитв – не просто краска на ветру. Каждое дуновение сдувает сотни посланий в небо, и для прохожего это знак. Воздух здесь не только физика, но и обещание, вывешенное между скалой и облаком. Крутые перевалы тянут за собой людей с грузом. Тюками, канистрами, стройматериалами. Горы не прощают лишнего веса, но без этих спин не сходится быт там, куда колесам не проехать. Там, где тропы сходятся, сходились судьбы. Великий шелковый путь резал горы, связывая долины торговлей и вестями, и каменистый хребет превращался в чужой коридор. Новое время принесло тоннели, плотины и мосты. Инженеры учатся строить там, где раньше был только обход. Связь экономик идет по перевалам, и горы остаются не преградой, а трубой, по которой проходит энергия. А там, где взгляд цепляется за вершины, проступают храмы и монастыри, словно человеческое стремление вспомнить высоту не только в метрах, но и в смысле. Монастыри, висящие на обрыве, доказывают, можно жить на границе падения, если есть вера в прочность моста между камнем и небом. Ступени там узкие, воздух редок, а тишина кажется гуще, чем в долине. Паломничество возвращает горе образ священного порога. Тропа вверх не спорт, а обет, и каждый шаг – часть молитвы, которую тело повторяет дыханием.
В полутьме храма огонь свечей и дым ладана собирают воздух в узел. Это тот же камень, та же высота, но мир внутри пахнет теплом, который человек принес на холодную платформу. В тибетских и несазийских высотах многие вершины зовутся священными. Не из-за формы, а потому что небо кажется ближе, а дыхание более честным. Там, где тонкий воздух смешивается с молитвой, гора становится не только высотой, но и порогом. Олимп у греков был домом богов, миф, легший на реальную гору в Элладе. Те же склоны, что питали легенды, сегодня пахнут травой и ветром, и все равно кажется чем-то большим, чем каменная глыба. Фудзияму взламывали паломники и поэты. Ее силуэт — вера, привязанная к земле, которая лежит под снегом. Пока вершина простаивает, равнина внизу строит жизнь вокруг тени горы. В живописи XIX века горы стали эмоцией. Рускиндель, Тернер и их наследники вывозили на полотна не только пейзаж, но и дрожь перед силой, которую невозможно удержать в багетной раме. Наука поднялась вслед. Обсерватории сидят на вышках, где ночь чище, а Земля кажется тверже. Там смотрят в космос, опираясь на плечи, которые сама планета когда-то сложила. Альпы подарили туристам язык красоты. Плотные луга, острые шпили, ледники между ними. Это не экзотика, а ежедневный пейзаж Европы, все равно способный остановить взгляд. Иногда красота приходит не с вершины, а с балкона, с обрывка дороги, с чужого окна. Горы смотрят в ответ, и в этот момент кажется, что мир выстроен не хаотично, а по закону тишины. Солнечный зайчик на лезвии хребта будто подтверждает: да, этому стоит смотреть до слез. Не потому, что красиво, а потому, что внутри щелкает что-то вечное. Поэты и писатели возвращались к горам снова и снова. В строчках искали не жанр, а меру, насколько далеко может уйти мысль, пока тело еще держит землю. Ледники и гор, и человеческой истории тают, оставляя после себя не только воду. Они уносят срок, и в сроке намекают: пользоваться красотой, беречь и сам камень, и тот лед, что держит равнины. Человек и лед сходятся там, где шаг короче паузы. Бескрайняя белизна тянет внимание, а тело считает расстояние иначе. На леднике нет доспехов, есть только дыхание, тишина и мерный отсчет минут до возврата. Ледяная стена поднимается вертикалью, в которой человек кажется каплей на фоне ледникового века. Мы не властвуем над этой стеной. Мы проходим рядом, осознавая, что лед старше наших имен. Города вроде Денвера и Боготы легли у подножия, обняв склоны, словно решили жить рядом, а не вдали. Сваленные небоскребы и снежные пики делят один горизонт – деловой и дикий одновременно. Ла-Пас дышит на высоте, где воздух другой, и мир кажется тонким. Там быт привык к перевалу, и каждый день начинается с укорененности на гребне, который для равнин кажется неподъемным. Там, где в ущелье вырос город, камень стал не преградой, а стеной дома. Истории поселений запоминают: выжить можно там, где терпят крутизну и закладывают жизнь все равно. Сквозь горы проходили караваны, войска и вести. Хребет был фильтром, через который дозревали империи. Дорога на высоте — это не жанр путешествия, а жанр памяти. Когда ребенок впервые видит вершину, взгляд задерживается дольше, чем успевают слова. Это не урок географии, а мгновение, в котором мир внезапно кажется шире, чем комната. Красота гор неисчерпаема. Каждое утро снова открывает снег, свет и ветер в другом угле. И все же эта красота не бессмертна. Цветок на камне напоминает, что зависеть можно от тонкого слоя условий. Глядя на вершины, ловишь не только восхищение, но и спокойствие. Пики держат небо, пока внизу кипит суетное. В этом надежда, что есть высоты, неподвластные ежедневной мелочи. Походя не для крика победы, а с уважением к силе, мы принимаем правила. Отступить вовремя, не трогать лишнего, не путать жажду риска с отвагой. Там, где камень решает, смирение не слабость, а расчет. В финале остается Гималаи, широкая дуга, где мир кажется завершенным и одновременно начинающимся. Не колонна цифр, а вдох, в котором сходятся все хребты, что мы успели увидеть. Горы живут и внутри нас.
в решениях, где нужна стойкость, в терпении, в умении не спешить. Камень возвращается образом там, где нет ни тропы, ни снега. Если у вас еще не было своей горы, пора отыскать ту, что отзовется. Не обязательно самую высокую, достаточно той, на которой вдруг станет ясно, зачем подниматься. Пусть ближайшая вершина станет личной, пусть запомнится не клише, а пахнущим ветром, звуком гравия под кошельком, сосредоточенностью в груди. Спасибо, что прошли этот путь от камня и огня до льда, храма и тишины. Пусть гул мелодии не затрут факты, а кадры напомнят. Планета все еще держит дыхание в горах. До новых троп. И пусть каждый раз, когда вы смотрите на горизонт, где-то за линией неба стоят хребты, которые ждут незнакомца, то есть вас.